Друзья, приветствую! С вами Иван Чупис, и сегодня я хочу поговорить про великую перезагрузку. Тема вообще очень объемная и масштабная, о ней можно говорить часами, но я этого делать не буду. Я постараюсь дать свое видение максимально емко, тезисно, да, а вы уже дальше сами думайте, что с этим делать. Что вообще такое великая перезагрузка? Великая перезагрузка – это глобальная перестройка того, как мы вообще привыкли жить. И это не какая-то спонтанная новая тема. Эта тема планировалась и обсуждалась уже как минимум лет 7. Да? Но сейчас с приходом ковида и особенно антиковидных мер, да, этот процесс значительно ускорился. Вот. И если вам кажется, что ковид изменил наши жизни, то, поверьте мне, это всего лишь цветочки, ягодки пойдут дальше. То есть этих изменений будет еще больше, они будут еще более кардинальные, и поэтому лучше бы быть о них в курсе, об этих изменениях. Сразу скажу, что это естественный процесс, да, то есть нет никаких злобных дядек, которые хотят загнать нас всех в цифровой лагерь. С ними или без них эти процессы все равно бы происходили. Эти ребята просто пытаются держать это под контролем, чтобы не случилось чего, если так сказать. Вот. По сути, как я вижу, это трансформация нашей цивилизации, как превращение из гусеницы в бабочку. Да? То есть примерно вот такого же плана этот процесс. В первую очередь, да, что хочу сказать, это то, что будет еще больше разделения, расслоения людей, да, и на чем оно будет основываться? На том, что кто-то сможет встроиться, адаптироваться гармонично к этой новой картине, к новому миру, а кто-то не сможет, да, то есть выживут, конечно, и те, и другие, но просто выживать будут на разных совершенно уровнях и в разных условиях. Вот, поэтому советую вообще задумываться, не агрессировать, не препятствовать этому, не возмущаться, а начинать думать уже сейчас, как мне стать частью вот этого нового мира, при этом гармонично. Один и тот же фактор будет влиять на одну группу людей негативно, на другую позитивно, то есть поэтому выбор только за вами. Ну, естественно, с чего стоит начать, это с глобальной цифровизации всех процессов, с внедрения систем рейтингов и отмены наличных денег. Да, то есть деньги у нас будут вскоре только цифровые, по сути это уже происходит, да, у меня многие друзья вообще не пользуются практически кэшем, везде, где бы они ни путешествовали, не ездили, они везде расплачиваются либо QR-кодами, либо картами, как минимум, вот, и чувствуют себя нормально. Чем это грозит, да? Тем, что когда у вас деньги чисто цифровые, достаточно нажать кому-то одну кнопочку, и у вас счет заморожен. Да, то есть, вот, то есть такой есть минус, но в то же время люди, которые умеют обращаться с цифровыми деньгами, они смогут этого избежать. Да, привет, блокчейн. По поводу рейтингов, я не знаю, кто-то о вас немного слышал об этом, кто-то не слышал, в двух словах скажу, да, то есть у каждого человека будет свой персональный социальный рейтинг, который будет основываться на вашем поведении, то есть кем вы работаете, занимаетесь ли вы спортом, с кем вы общаетесь, где вы ходите, как проводите время. Все это будет влиять на вот этот рейтинг. И чем выше будет ваш рейтинг, тем больше вам будет дозволено. Да? То есть тем, скажем, человеку с невысоким рейтингом будет, например, запрещено летать на самолетах. Да? Людям с максимально низким рейтингом будет сложно даже в метро попасть, не говоря уже о больших каких-то вещах. Вот. Опять же, люди, которые не смогут максимально встроиться, они будут немножко страдать, они будут ограничены, они будут постоянно в страхе, что как бы им не заблокировали счет, и будут ходить по линеечке, да, ходить так, как им сказали. Вот. Те же, кто успешно адаптируется, у них по логике вещей будет высокий рейтинг, соответственно, и больше свобод, больше возможностей. Второй момент касаемо работы. Естественно, автоматизации, вот эти машинное обучение, искусственный интеллект и все прочее, это будет замещать людей на их работах. Естественно, не на всех, да, то есть
но все те работы, которые можно заменить алгоритмом, они будут заменены алгоритмом. Это вообще спору как бы здесь нет, потому что, скажем, заплатить за какой-то цифровой сервис небольшие деньги гораздо выгоднее, чем держать в штате целую группу людей, платить им зарплаты, накалять на них, мотивировать их или контролировать. Зачем это надо, если можно с той же задачей может отлично справиться алгоритм, да, и при этом ну, скажем, разницы особой не будет. Может, какая-то будет, но она будет незначительна. Но зато будет вводиться безусловный основной доход, да, то есть, или базовый основной доход, как это по-разному называют. То есть каждому человеку будет ежемесячно начисляться какая-то сумма, которая будет закрывать его базовые потребности. Поэтому многие смогут выдохнуть и перестать крутиться в этом колесе, да, как белка, и потому что как минимум на жилье и на еду деньги будут. И, соответственно, как вы понимаете, чем выше рейтинг, тем как бы будут различаться эти базовые основные доходы. Но тут опять же, да, скажем, такой момент тонкий, что чтобы получать базовый доход, нужно будет ходить по струнке. То есть если условно сказали, не вакцинированным не выплачивать, да, то есть придется вакцинироваться и выплачивать, получать эти выплаты. Но опять же, да, люди, которые смогут гармонично встроиться, им этот базовый доход просто не нужен будет, и они будут меньше зависеть от этих рейтингов. Вот, поэтому, но как минимум, что в этом хорошо, что позаботятся о всех, и, скажем, насколько я вижу, голодающих людей, людей максимально бедных, будет намного меньше, да, то есть, в принципе, как бы нижние слои населения, о них позаботятся. Не факт, что это будут делать государства, да, то есть, скорее всего, как я вижу, но я могу и ошибаться, что это будут скорее корпорации, да, которые захотят завладеть сердцами своих клиентов, да, и смогут маленький кусочек им скармливать каждый месяц. У них не убудет, зато у них будет огромная аудитория, да, то есть, по сути, уже сейчас корпорации, как вы знаете, начали иметь чуть ли не еще большее влияние, чем сами, собственно, государственные структуры. И все будет еще идти в этом направлении. То же самое с путешествиями. Да? То есть путешествовать большинству людей запретят. Ну, максимум в рамках страны. Если вы захотите куда-то вылететь и путешествовать по миру, то это будет дорого, и это будет еще сложно. Да? Но, опять же, люди, которые адаптируются к этой новой системе, для них это не будет составлять труда. Для тех же, для кого это будет трудно, но они все равно хотят путешествовать, для них создаются виртуальные миры, так скажем. Да, виртуальные вселенные, виртуальная реальность, соцсети, еще более оживленные аватарами и так далее. Да. По сути, это вот такой альтернатива путешествиям, вот путешествую, не выходя из кресла. Для кого-то это звучит вау, для кого-то это, конечно, не очень сладко. Следующий интересный момент в том, что будет уходить такое понятие, как собственность потихоньку. Да, большинство вещей, предметов, какой-то техники и даже жилья, ну, конечно, оно и сейчас уже так, это все будет, вы будете это брать в аренду. Да, то есть платить вообще очень минимальные суммы, но при этом получать как бы все, что вам нужно. Скажем, начиная от мебели, да, то есть за диван вы можете платить, там, не знаю, $20 в месяц, за холодильник там, и так далее, за машину. При этом суммы будут незначительные, ну, то есть очень небольшие, очень позволительные. Это нацелено все на то, чтобы снизить потребление вообще людьми. То есть вот этой тупости, да, что производство огромного количества техники, потом утилизация просто из-за неудобства логистики и производства нового, вот эта глупость, да, она будет исчезать. То есть будет развиваться шеринг-экономика, которая уже в каких-то областях у нас отлично развивается и показывает свою вообще отличную работу.
Для компании же, да, если кто-то подумал, что компании в этом случае проиграют, там а-ля Apple или кто-нибудь еще, на самом деле они выиграют, да, то есть они просто переключатся на подписную модель. Им гораздо надежнее и стабильнее получать от вас по чуть-чуть, но каждый месяц, чем вынуждать вас на какую-то покупку раз в год там, или раз в полгода. Вот, поэтому, в принципе, это довольно прикольный момент. В принципе, владеть чем-то в наше время, ну и в ближайшее будущее уже будет просто не актуально и неадекватно. Если хотите, вы сможете, конечно, но это будет неудобно, да, скажем так. Интересный еще момент в плане пищи, да, то есть вообще в целом экономика немножко повернется, ну ладно, об этом мы чуть-чуть попозже поговорим, вот, но в плане пищи, да, есть такой лозунг из вот этой вот всей темы великой перезагрузки, что мясо станет деликатесом, да, то есть в основном мы будем переходить на какие-то заменители мяса, на растительную пищу и так далее. Сейчас веганы заликовали, да, вот, а кто-то начал возмущаться, как так без мяса жить, да? Вот, по сути, это и есть тот пример, да, то есть, о чем я говорил ранее, что один и тот же фактор у кого-то будет вызывать отторжение, агрессию, а у кого-то ликование и, как бы, и даже радость, да, от того, что это наконец-то произойдет. Те скептики, кто сейчас подумали, что да какое там мясо убрать, подумайте о том, что в городах большая часть того мяса, которое вы едите, там от мяса не так уж много, да, то есть сосиски, полуфабрикаты, вот эти котлеты в бургерах, да, посмотрите состав, и на самом деле там уже не так уж много мяса, поэтому нас потихоньку к этому подводят или уже практически подвели. Да, дальше будут налоги на животноводство, более высокие, это станет менее выгодно, да, и мясо будет, но это будет прям эксклюзив, это будет стоить намного дороже, чем стоило раньше. Еще один очень интересный момент, уже как будто вообще из другой реальности, да, это развитие генной инженерии. То есть появятся два класса людей, те же самые два класса, да, которые будут называться Gen Rich и Gen Poor, да, то есть генетически богатые и генетически бедные. Фишка в том, что наука продвинулась в этой сфере уже очень далеко, и вскоре люди смогут по своему желанию, те, у кого есть возможности, смогут менять гены, условно, да, и избавляться, например, от каких-то генетических заболеваний, смогут заранее программировать в своих будущих детей какие-то предрасположенности. Все это уже было, по-моему, в фильме «Гаттака», вот, и, по сути, все туда идет. На самом деле, многие фантастические фильмы описывают, ну, то есть это не просто фантазия, да, то есть очень часто эти фантазии начинают превращаться в реальность. Вот, и таких примеров очень-очень много. Вместе с генной инженерией, соответственно, будет увеличиваться продолжительность жизни, опять же, у определенной группы людей, за счет модификации, биохакинга, за счет каких-то препаратов на основе графена. Да, сейчас, например, тестируют, и уже у крыс продолжительность жизни увеличили на 30%. Так что скоро и у нас появятся такие препараты. Вот, по сути, немножко это будет похоже на разделение человечества на две расы. Да? То есть те, которые модифицируют свое тело вот такими всякими техническими штуками, и те, кто нет. Но, опять же, каждый выберет себе сторону. Да? То есть не будет никакой аналога расизма на эту тему, я уверен. Хотя, может быть, и будет, но это ни на что не повлияет. Следующий интересный момент это то, что рано или поздно начнут отключать электричество на гораздо более продолжительные промежутки времени, чем нам привычно. Да? То есть представьте, выключат электричество на целые сутки. А если на неделю, а если на месяц, что тогда произойдет с этим миром? Да? И по сути все туда идет. Факторы, которые это вызовут, могут быть разные, но как минимум уже сейчас хакеры балуются этим, да? Ну, как балуются? Так как у нас все оцифровывается, да, люди, которые плавают как рыбы в воде в этой
цифре, они получают гораздо больше какой-то контроль, влияние. И среди этих людей всегда находятся талантливые, которые знают, могут найти эту лазейку, да, скажем, отключить целый штат от электричества и сказать правительству: давайте платите нам 200 миллионов долларов в биткоинах, и мы включим все обратно. Да, и как показал, например, тот же пример Телеграма, вернее, борьбы нашего любимого государства с Телеграмом, что целая государственная структура не может победить вот эту горстку талантливых людей, да, то есть потому что они более просто образованные в этой сфере, и ничего ты с ними не сделаешь. Поэтому уже сейчас многие богатые люди, как вы, не знаю, может быть, слышали, начинают готовить себе такие запасное жилье, да, куда они могут, если что, уехать, и там будет запас провизии, там будет свое электричество, своя вода, все будет хорошо, и там они смогут спокойно переждать. Вообще, в целом, то есть вот эта наша инфраструктура будет переворачиваться в сферу самообеспечения. То есть, и это будет отражаться как в экономике, да, то есть вместо того, чтобы через полмира тащить помидоры и платить 80% их стоимости именно за логистику, будет упор на локальные маркеты. Вот, естественно, что-то все равно будут возить, но упор будет происходить вот именно на локальные маркеты. И в то же время самообеспечение и касается и воды, и электричества, да, то есть те районы, те сферы, которые смогут перейти на свое электричество, их вот эта проблема выключения питания не побеспокоит, да, у них будет это свое. И опять же, сейчас многим из вас может показаться, что когда это еще будет, там вот эта зеленая энергетика. Погуглите, покопайтесь, где это сейчас, на какой стадии, и вы будете очень приятно удивлены. На самом деле все это идет огромными темпами, огромными шагами. Вот буквально на днях я читал, да, что в Австралии строят вот такой, скажем, центр зеленой энергетики, который будет обеспечивать 30% всей Австралии, а заодно еще и Сингапур целиком. Вот, поэтому в Германии, посмотрите, в том же Таиланде, где я сейчас нахожусь, да, идет 30-летняя программа по переходу на зеленую, да, то есть на Carbon-Free Society. Вот, об этом не так уж много говорят, но те люди, которые интересуются, могут это все легко раскопать. Это все в открытых источниках, как говорится, Google it. Какие изменения будут в бизнесе? Государства будут требовать от бизнеса более экологичный бизнес, да, то есть те, кто не будет идти вровень с этим, они будут получать более, будут ощущать большее давление, да, то есть большие налоги, еще какие-то дополнительные налоги, условия более жесткие, сложные и так далее, да, то есть лично мне это очень нравится, экологичный бизнес, звучит классно. При этом будет очень много слияний компаний, да, иначе они просто не смогут противостоять вот этим гигантам. Либо эти гиганты будут их поглощать, да, и превращаться в еще больше, более влиятельные корпорации. Это неотвратимо, это уже, в принципе, давно происходит, да, какой-нибудь стартапчик прорвался, стал единорогом, его покупает какой-нибудь Amazon или Google или еще кто-то, Microsoft, там, да, то есть часто это даже не используется, а просто чтобы вот это было наше. Вот, и интересный момент для предпринимателей, да, советую обратить на это внимание, будет развиваться такая кастомная экономика, да, то есть нам знакома многим модель B2B, B2C, да, business to client или business to business или business to government. Будет все больше появляться модель C2B, да, то есть client to business. Сначала человек будет говорить, чего он конкретно хочет, и потом уже под его нужды это будет производиться. А не так, как у нас сейчас, да, произвели там 100 тысяч футболок, и теперь пытаемся их продать, да, купите, иначе нам не продать. Вот, здесь будет более оптимальная, более логичная система и более кастомная, то есть люди... уход от масс-маркета будет в уникальность, да, то есть люди смогут как минимум в своих вещах, в своей одежде, в чем-то, в сервисах получать более индивидуальные, да, отношения. Вот, поэтому если вы предприниматель, бизнесмен, смотрите в эту сторону и посмотрите, как вы можете соответствовать вот этим вот трендам в своем бизнесе.
Ну, вот это основные такие моменты, о которых я хотел сказать. Вот, но помимо того, чтобы просто вам это вбросить, да, хочется еще дать каких-то рекомендаций, которые лично я вижу. То есть рекомендации по тому, как встроиться в этот новый мир, как стать его гармоничной частью. Во-первых, естественно, если вы занимаетесь работой, которую может исполнить алгоритм, ищите новую работу, да, осваивайте новые профессии, причем не те, которые сейчас востребованы, а те, которые будут востребованы, скажем, через год, через два. Да, то есть, естественно, это сфера IT, естественно, это программирование, 3D-дизайн, как я говорил, да, виртуальные миры, там 3D-дизайнеров нужно будет очень много для их создания. Сюда же можно отнести координатор онлайн-конференций, сюда же можно отнести коучинг, да, потому что будет все больше людей, которые немножко потеряются, будут немножко в шоке, еще будет больше людей с какими-то психическими трудностями, проблемами, которым нужно помогать. Сейчас психологов на всех не хватает, а боты, да, и алгоритмы не очень хорошо справляются с этой задачей, конкретно с этой, да, потому что здесь важно человеческое отношение, персональное, индивидуальное. То есть человек пока что лучше считывает, может донести какие-то мысли более эффективно, чем любой робот. Как сказать, человеку нужен человек в этой сфере так точно, да, то есть будет больше коучей, будет больше психологов, больше вот этих мотиваторов и Тони Роббинсов. Вот, поэтому можете еще посмотреть сюда, но эта сфера непростая, да, здесь нужно действительно прям понимать, чтобы быть эффективным. Ну, логично еще встроиться, да, начать развиваться в теме self-sustainable, да, то есть самообеспечение. Это какая-то зеленая энергетика, это выращивание продуктов, там на гидропонных каких-то схемах и так далее, да, то есть это тоже все будет развиваться, это все будет востребовано, то же самое и зеленое строительство, да, то есть и все вот в таком духе. Ну и, конечно же, предпринимательство, оно никуда не денется, да, то есть предприниматели – это вообще те, кто развивает этот мир, те, кто видит тренды, видят боли людей и социума, и те, кто знают, как эти боли решить. Вот, поэтому действительно грамотные предприниматели, не зашоренные, не консервативные, они будут себя чувствовать хорошо. Поэтому можете посмотреть еще и в эту сторону. Если вы еще не предприниматель, хотя бы попробуйте, да, может быть, это будет не ваше, но хотя бы попробовать обязательно стоит, чтобы узнать, ваше это или нет. Потому что предпринимательство – это определенная свобода, да, то есть над вами никто не стоит, у вас есть мечта, у вас есть ресурсы, вы понимаете, как это все составить, сделать, чтобы оно заработало, и, собственно, действуйте, улучшаете этот мир, получаете взамен блага, да, и высокий социальный рейтинг. Вот, поэтому предпринимательство – это как бы forever. Но хочется еще отметить, что лишь освоить какую-то новую профессию, этого будет недостаточно. Да? То есть гораздо более весомее будут ваши личностные качества. Да? Как вы умеете переживать стрессы, как вы умеете себя мотивировать, как вы умеете изобретательно находить какие-то простые решения. То есть как вы относитесь даже к своему здоровью эмоциональному, психическому и физическому, да, потому что, скажем, когда у вас болит спина жестко, насколько вы эффективно мыслите и действуете, да, вы, скорее всего, делать ничего не можете, да, поэтому это тоже важный момент, духовный интеллект, это тоже очень важный момент. По сути, в одной из своих книг Клаус Шваб, да, вот тот человек, который максимально погружен в эту всю тему, он четко сказал, что для того, чтобы выживать хорошо в этом мире, стать его гармоничной частью, нужно развить в себе 4 типа интеллекта. Первый интеллект – контекстуальный интеллект. То есть это то, как мы считываем контекст, как мы можем находить в этом контексте, в данной ситуации максимально эффективное решение. Да? То есть затрачивая минимум, получать максимум. Как раз вот этим я и занимаюсь, да, с помощью теории решения изобретательских задач. Второй тип интеллекта – это эмоциональный интеллект. Тоже многим это знакомо. Это понимание, что такое эмоции, зачем они даны нам эволюции, как их использовать в своих целях, а не вестись на них. Да? То есть в
то же время это развитие эмпатии, понимание, что чувствует другой человек, как с ним правильно общаться, как договариваться, как вообще разговаривать грамотно и все такое. Все это сфера эмоционального интеллекта. Третий тип интеллекта – это физический, или физиологический, или телесный, назовите как хотите. Это все касаемо нашего тела, да. Сюда входит и питание, и физические нагрузки, и использование тела вообще как инструментов для своего психического, энергетического состояния и так далее. И четвертый тип интеллекта – это духовный. Да, сразу скажу, это не про эзотерику, точнее и про нее тоже, но в целом это просто понимание мироустройства, понимание того, как работает вообще вся система, понимание природных законов, да, то есть и соответствие этим законам, понимание того, кем ты являешься в этой большой игре, да, то есть в чем твоя уникальность и как тебе следует действовать и чем заниматься для того, чтобы максимально реализовываться и эволюционировать, так скажем. Тоже уточню, здесь не так, что у вас либо он есть, либо его нет. Это все расширяющиеся темы, да, в разные стороны. И человек, который разовьется в этих 4 направлениях, как минимум на базовом уровне, ему не составит труда адаптироваться вообще к любой ситуации. Да, потому как сейчас большинство людей, у них в зачаточном состоянии даже основные, вернее, все эти типы интеллектов. У кого-то очень сильно развит один тип интеллекта, например, там контекстуальный, да, и человек становится классным предпринимателем или каким-то узким специалистом. Вот, но тоже предпринимателем это, наверное, не совсем верно, но как минимум финансистом, да, там, криптотрейдером или еще кем-то, да. То есть это узкие специалисты. А вот люди, которые уже развивают в себе 2 и 3, вот эти люди уже в нашем обществе становятся выдающимися, да, то есть они становятся Стивами Джобсами, Биллами Гейтсами, Тони Роббинсами, Ричардами Брэнсонами, да, то есть вот эти все люди, они как бы, у них как минимум 3 интеллекта прокачаны хорошо. Вот, но лучше прокачать все 4, да, в себе. Это очень-очень важный аспект. Очень советую начать расширяться, развиваться во всех этих направлениях, иначе дальше будет очень туго. Лично мне, конечно же, хочется блага для как можно большего количества людей. Я хочу, чтобы как можно больше людей быстренько сейчас развились и успешно встроились в этот новый мир. Они сидели, переживали, боялись и как-то агрессировали на эту тему. Потому что не будет такого, что либо мы окажемся в антиутопии, либо в утопии, да, то есть каждый создает свою реальность. Один и тот же фактор будет влиять на одних негативно, на других очень позитивно. И выбор здесь только за вами, больше ни за кем. Если не выбираете вы, будут выбирать за вас, да, то есть учтите этот момент. И со своей стороны я буду бороться и помогать людям адаптироваться, буду прилагать и прилагаю уже свои усилия вот в этом направлении. Особенно, да, хочется отдельный месседж для родителей дать. То есть постарайтесь образовывать детей уже вот по этой новой схеме, да, то есть не обучать их вот этим всем частностям, деталям, которые уже 100 лет как не актуальны, да, то есть старайтесь развивать в них именно интеллект, потому что если вы их сейчас научите по старым схемам, эти схемы не сработают в новом мире, да, а вы же хотите самого лучшего для ваших детей, поэтому займитесь именно их интеллектом и своим заодно, да, то есть как вы можете заняться их интеллектом, не прокачав свой. Вот, в заключение я хочу сказать, что да, это все может звучать как какое-то безумие или какая-то жесть, или тоже черное зеркало, антиутопия, да, но на самом деле все нормально, не нужно переживать, не нужно бояться. Что нужно делать, это думать, как стать частью вот этой новой системы. Да? Для этого нужно в себе покопаться и развить вот эти интеллекты, типы интеллектов, про которые я сказал. И в целом изучать, смотреть не то, что сейчас происходит, а изучать то, что будет происходить в будущем. Да? То есть все это описано, информация есть в открытом доступе. Как минимум можете взять книгу «Четвертая промышленная революция» Клауса Шваба, и там прям очень классно структурировано все эти процессы описаны. Поэтому выбирайте себе свою нишу и вперед. Мы давно уже, как бы многие человеки,
высказывались о том, что наш мир, наш социум немножко болен, и что-то все как-то по-дурацки происходит, нам нужны изменения. Вот как раз вот они, эти изменения, да, то есть и в наших руках все повернуть именно в правильную сторону, а не стоять со стороны и что-то там говорить, как правильно делать, да, то есть если знаете, как правильно делать, делайте. Вот. И если вы будете делать это успешно, если это действительно окажется правильным, то вам за это воздастся. Вот. На этой позитивной ноте заканчиваю свое видео. Надеюсь, вам было интересно. В следующих видео я расскажу про наш образовательный центр, на чем он будет основан, как он будет работать и так далее. Если вам не терпится, можете написать мне в личку. Контакты всегда есть в открытом доступе, поэтому держитесь, изучайте тренды будущего, меняйтесь, да, то есть любой системе нужны постоянные изменения. Вот, не застревайте, смотрите на это все с восхищением, с энтузиазмом, и я уверен, все у вас будет хорошо. Удачи!